Святитель Димитрий, митрополит Ростовский. Святая Православная Церковь, назданная на основании апостол и пророк, сущую краеугольную самому Иисусу Христу. Продолжение своего существования в мире поддерживается непосредственно силою самого божественного основателя ее, обещавшего прибыть с церковью во вся дни до скончания века, и действием животворящего Духа, также по божественному обетованию, пребывающего в церкви вовек. Посему с самого начала и до ныне Церковь Христова неизменно сохраняет в себе всю полноту освящающей благодати Божией, неоскудеваемое вместилище даров Божиих. Никакие враждебные усилия иудеев, язычников и многочисленных еретиков не могли поколебать церкви, которой дано обетование от Господа, что и врата ада не одолеют ее. Прискорбно и бедственно иногда было внешнее положение церкви, но внутри ее всегда неизменно тек обильный ток благодати, который, передаваясь через преемство пастырей, и до ныне не перестает оплодотворять души всех, пребывающих в союзе церковном. И мы, русские, приявшие православную веру с Востока, где первоначально насажденная Вселенская Церковь сохранила веру во всей чистоте, состоим с этой Церковью в живом союзе, имея у себя священство, через преемственное благодатное рукоположение, вполне причастное божественному избранию к совершению таинств и созиданию Церкви Христовой. Что действительно наша православная русская церковь, как отрасль единой, святой, соборной апостольской церкви, имеет в себе и неизменно сохраняет истину веры и силу освящающей благодати Духа Святого, свидетельствуется самим Богом, прославившим многих живших среди нас пастырей и учителей нашей церкви, из коих некоторые принадлежат ближайшему к нам времени. Таков прославленный Богом новоявленный чудотворец святой Димитрий, митрополит Ростовский. Родился в Киевской губернии в 1681 году и обучался в Киевском братском монастыре. На 18 году вступил в монашество. Он большую часть жизни провел в уединении. Занимался учеными трудами на пользу церкви, и за сие возведен в сан митрополита Сибирского. Много памятников святой ревности о просвещении народа русского в вере и благочестии оставил святой Димитрий. Но из всех ученых трудов, предпринятых святителем во славу Божию и святых его, особенно благотворно действуют на дух православного народа русского известные книги «Честь Именеи» или подробные жития святых по числам месяца. Этот огромный труд святой Димитрий предпринял, будучи еще игуменом, и окончил уже в Ростове, в сане митрополита, продолжая свой труд более 20 лет. Как ревностный пастырь, святой Димитрий неусыпно бдел за своей паствой.
Особенно сильно он боролся против раскольников, отделяющихся от церкви из-за обрядов и оставляющих свое общество вне союза с Вселенской Церковью. Узнав о том, что в его епархии появились многие расколоучители, вышедшие из лесов бринских и развращавшие православных, святой Димитрий написал книгу «Розыск о раскольничьей бринской вере» и показал, что вера раскольников не права, учение их душевредно, и дела их не богоугодны. Обличал неправоту раскола письменно. Святитель и устными беседами всячески старался вразумить ослепленных. Жизнью своей, преисполненной высоких подвигов христианской любви, милосердия и горячей веры, он еще более привлекал к себе посомых. Он был для всех доступен и, сохраняя достоинство своего сана, принимал с любовью всех, приходивших к нему за наставлениями. Никто не уходил от него без вещественного пособия, на что святитель употреблял все свое достояние. Вдовы и сироты, бедные и убогие находили у него и пищу, и одежду. С совершеннейшим бескорыстием отдавал он все просящим, сам ограничиваясь лишь самым необходимым для жизни. Поистине и святому Димитрию можно приложить слова Христовы: «Иже сотворит и научит сей вели наречется в Царстве Небесном». Потрудившись на пользу церкви, святитель удостоен был самой мирной кончины. Одержимый смертным недугом, он до последней минуты стоял на страже своего святительского служения. Скончался в молитвенном положении 27 октября 1709 года. Через 42 года мощи святого Димитрия обретены были нетленными и прославились благодатными знамениями, явившими в нем угодника Божия, почему святая православная церковь и сопричислила его к лику святых. Святителю Димитрий Ростовский, моли Бога о нас.